Добрый вечер. Сегодня я бы хотела поговорить с мамой Дмитрия Гопты. Дмитрию 21 год, и 5 февраля 2021 года Жлобинский суд ему присудил 2 года лишения свободы. Меня эта история очень тронула саму до глубины души, и это связано с тем, что у Дмитрия задержка в развитии. Именно поэтому сегодня я пригласила его маму, Ольгу Гопту, для того, чтобы поговорить о Дмитрии, поговорить о тех условиях, в которых он содержится, поговорить о тех дальнейших шагах, которые она планирует делать в отношении того, чтобы освободить своего сына. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. Ольга, расскажите, пожалуйста, скажите несколько слов про своего сына Дмитрия. Кто он, что он? Мы знаем со средств массовой информации, что ему 21 год. Познакомьте нас с Дмитрием. Ой, так тяжело сразу начинать. Вот ему 21 год, но он где-то находится на стадии развития 11-12-летнего ребенка. В Жлобине Дима сам, если вот есть дети-аутисты, то Дима, он такой сам добродушный, добрый, общительный. Кто его вот хорошо знает, они прекрасно знают, какой он. Ольга, скажите, это у него какой-то врожденный диагноз или это приобретенный диагноз? Нет, это у него врожденный. Мы ездили в Центр «Семья и здоровье», когда вот мы проходили все эти медкомиссии, все сказали, что это, скорее всего, вследствие, когда была беременна, болела и кололи антибиотики. Возможно, антибиотики дали такой вот эффект. Скажите, Дмитрий ходил, так понимаю, в интеграционный класс, да, в специальный класс, то есть не в обычный? Специальный класс, когда, я же рассказывала, дети занимались физикой, химией и более точными науками, у него было самое простое — русский, математика, труды, физкультура. И школу он окончил не с аттестатом, как все, а просто дали справку о том, что вот он окончил школу. Потом руководство, конечно, школы, учителя все настаивали, что Дима хотя бы должен получить хоть какую-то профессию. У нас есть в Беларуси несколько таких училищ, где там есть группы с такими вот с детьми, которые с задержкой развития. Он учился в Рогачевском строительном колледже, но, как я тоже общалась с мастером, который их обучал, Дима, если дети, которые еще могли что-то делать, то Дима не приспособлен он к этому, он не может. Он не понимает даже поставленные задачи, то, что ему говорят. То есть получается, что он после школы сразу пошел работать куда-то или пошел учиться? Он окончил училище, так как он учился на бесплатном, у них должна была быть отработка. Но звонила мастер, говорила, мы не можем его никуда в другой город отправить на отработку, потому что за Димой постоянно нужен присмотр, постоянно нужен уход. Ищите отработку по месту. Я обошла кучу организаций, хотя бы по специальности, хоть куда-то. Я никуда не смогла его устроить так, чтобы его взяли. Единственное, что нам частник, мы пришли пилораму, хотя бы вот там где-то слаживать доски эти. Он неделю не проработал, позвонили с отдела кадров, сказали, он не справляется с поставленной задачей. И когда я уже очередной раз, это было, наверное, в том году, ложила его в Гомель в больницу, чтобы хотя бы попытаться добиться группы инвалидности, нам дали справку о том, что с этой работы, о том, что он не понимает поставленной задачи, что он не справляется ни с чем. И на основании направления врача-психиатра, вот этой справки, что он не может работать, мы легли в Гомель на обследование. Там была комиссия, мне оттуда позвонили и сказали, что дети и с худшими диагнозами работают. Я говорю, ну как, его же никуда не берут, мы столько обошли. Они сказали, вы не пытались. То есть у Димы официально никакой инвалидности нет, просто у него задержка в развитии. Да. А скажите, он как-то медикаментозно вы его пытались лечить, или в этом случае нет лечения? Может, извините, что я спрашивала такие вопросы? Может лечение только если, вот как когда в школе у него были иногда вспышки агрессии такие, вот это вот лечится. НРС на какое-то время там может просто попить лекарства, и он останавливается.
А так, единственное, что они могут выписать, это простые успокоительные. Особенно подростки, они довольно-таки жестоки. И, может, где-то кто-то словами его мог задеть, где-то еще кто-то. Дима вкупе своих того, что он не может выразить что-то словами, вот из-за этого скудного запаса он мог взорваться, и просто получалась драка, вот. А скажите, он сейчас вот 21 год, он как бы хорошо, он нормально разговаривает, он разговаривает как взрослый человек, или у него до сих пор скудный запас словарный, то есть ему тяжело выразить мысль? Словарный запас. Он не может в другой раз высказать то, что он хочет. А он у вас единственный ребенок или есть второй ребенок? Нет, у меня еще есть дочь старшая. Старшая дочь. И в семье, как вот он в семье нормально себя ведет, там, или бывают тоже вспышки агрессии, или то есть как он как домашний ребенок себя больше ведет, или все-таки любит уже в 21 год и с парнями, там, с друзьями погулять где-нибудь? Нет, он любит с друзьями, с парнями погулять. Но опять же, не все его принимают, не все его воспринимают. Вот он общается на данный момент, он даже общался больше, наверное, с парнями, такие, которым по 14-15 лет, вот, которые ближе к его развитию, потому что которые уже постарше, у них уже совсем другие интересы, они не принимают его. То есть получается, что он находился дома всегда, то есть сейчас он не работал, да, то есть в силу того, что вы не могли его нигде пристроить, и одновременно вы не могли официально получить справку о том, что, допустим, у него есть инвалидность. Да. Понятно. Ольга, расскажите, пожалуйста, что вот произошло с Димой 10 августа 2020 года? Мне уже много раз задают этот вопрос. Единственное, что я хорошо помню, 9 августа очень хорошо помню, когда мы все вместе ходили на выборы, голосовали, все, и как-то был такой разговор, что интернет же отключен был, и мы находимся все эти дни дома. А вы голосовали в Жлобине, да? То есть по месту прописки? По месту прописки. 10 числа, то, что днем, потому что отец мой заезжал, проверял его. Знаете, такое чувство, как будто у всех какое-то чутье было, что Дима никуда не должен ходить. Отец мой заезжал, проверял его, соседи видели. Единственное, что говорю, это был настолько обычный вечер, вот как все обычные вечера, что я даже и не вспомню то, что было. Но то, что уже после 10 часов где-то он был с нами, это мы точно помним, потому что на свой дом мы сидели, все разговаривали, и Дима сидел возле нас. И когда уже потом у нас включили интернет и начали приходить видео о том, что у нас молодые люди забросали камнями милицейские машины, у меня первая мысль была, как хорошо, что мы Диму никуда не пустили. Вот это я тоже очень хорошо помню. Ну, когда его забрали потом... Получается, что вы пришли домой, да, 10 августа после работы? Я была дома, я целый день была дома. Вы целый день были дома, и он был... У меня 9, 10, 11 получились выходные, и вот мы это время были дома. То есть вы целый день были дома, и он он тоже с вами был дома, да? Да. Целый день. Я говорю, это настолько был обычный день, что я даже сейчас не вспомню, выходил он куда-нибудь или нет. Ну, понятно. Столько времени прошло. Это вот как обычный день, как у людей. Ничего особого такого вот не происходило, чтобы можно было что-то запомнить. Понятно. Хорошо, то есть вы видите, показывают там по телеграм-каналам, там по телевидению, что подростки забросали милицейские машины в Жлобине камнями. Радуйтесь тому, что ваш Дима дома, в семье, что там не было. И что случается потом? Потом 28 числа я работала, мне позвонили соседи, сказали, Диму ищет... 28 августа, то есть спустя 18 дней. Да, спустя 18 дней. Диму ищет Следственный комитет. У меня была куча каких угодно мыслей. Когда мне уже вечером позвонил адвокат и сказал, что Диму задержали за массовые беспорядки, вот честно скажу, у меня первая реакция была засмеяться. Я говорю, какие массовые беспорядки? Дима. Я говорю, он же был с нами. Нет, он дал признательные показания.
Говорит, больше говорить с вами не могу, подойдите ко мне, по телефону с вами разговаривать не могу, подойдите завтра, мы с вами поговорим. Я на следующий день подошла к адвокату, она говорит, как мне звонили соседи, по-моему, первый адвокат, который у него была, эта женщина, она уже ушла на пенсию, она сказала, я к нему приехала в 5 часов вечера. Дима дал признательное показание. Я говорю, ну как такое может быть? Я говорю, получается, что он был дома один, да? То есть когда пришли, начали опрашивать его? Дочь была дома, они даже не опрашивали, они позвали Диму, поговорили с ним, и он с ними уехал. Они даже не объясняли, почему и как его забрали. Они ни с кем больше не стали разговаривать. Абсолютно. А вы спрашивали их, вот когда, ну, потом уже позже, почему они, допустим, зная, что у Димы есть вопросы, да, то есть с развитием, с задержкой развития, почему они не говорили, например, в присутствии вас, в присутствии там вашей дочери, ну, по крайней мере, то есть если у человека есть какие-то особенности, то должен быть кто-то рядом, кто отдает отчет. Как мне объяснил следователь, я не врач, я по человеку сказать не могу. Будет судебно-медицинская экспертиза, там скажут. Когда была экспертиза, Диму поставили просто уменьшенное развитие. Вот это вот именно по этому делу была экспертиза судебно-медицинская. И ему поставили, просто сказали, уменьшенное развитие. А чем отличается уменьшенное развитие от, скажем, там, задержки в развитии? Это какие-то диаметрально противоположные? Я вот сама не понимаю, в чем эта разница. А когда Диму увезли, вот вы говорите, приехали люди, с ним поговорили и увезли, да, его? Да. А куда они его увезли? Почему они его увезли? Что они там? Вечером того же дня звонила женщина, вот после адвоката позвонила следователь, сказала, Дима находится в следственном изоляторе по делу о массовых беспорядках. Задержан на 3 дня. На тот момент ни к следователю мы попасть не могли, ни в следственный изолятор, никуда не пускали. И через 3 дня его отпустили. А вы с ним после того, как его отпустили, вы с ним разговаривали, что у него спрашивали, оказывалось ли на него давление, то есть он что-нибудь говорил? По словам Димы, когда мы у него спросили, я говорю, Дима, ну вот адвокат сказал, ты дал признательное показание, почему? Знаете, я не хочу врать, я не хочу наговаривать, но слова Димы были, мне попало, меня били, да, это с одной стороны, но это слова Димы. Я говорю, он настолько скуп, он особо об этом не расспрашивал, хотя мы сколько раз пытались добиться, почему он это сказал, он отмалчивался, он уходил в сторону. Он не хотел об этом говорить, но Дима еще такой, он очень внушаемый. Его даже и трогать не нужно было бить, а просто вот после того, как включили интернет, за вот эти 18 дней где-то сами же ролики смотрели вот о том, что происходило на Крестина, как задерживали людей. Может, просто в силу своего развития он боялся. Он настолько внушаемый, что он боялся, и он видел эти ролики. Может, он настолько боялся, что это может быть с ним, что он сказал то, что он сказал, только чтобы вот его отпустили. И когда уже к нам приходили с обыском, можно я спрошу? Но вот когда его задержали, после того, как он пришел домой, после задержания 3-дневного, вы вот его осматривали, были ли у него какие-нибудь гематомы на теле, царапины? Нет. Я особо такого ничего на нем не увидела. Вот это я вот вам честно говорю, что особенно такого, чтобы что-то на нем было, нет, не было. Он ни на что не жаловался, что там болит что-то там, такого нет, тоже не было? Он не жаловался. Хорошо, что происходит дальше? Через какое время к вам приходит? То есть он 3 дня, 28 августа его задерживают, 3 дня его держат в изоляторе, да, то есть через 3 дня его отпускают в изоляторе. То есть Отпустили, он сам пришел домой, вот он был дома, у него начались проблемы со сном. Если раньше мы всегда в семье смеялись, Дима у нас дошел до подушки, лег, и ночью можно было выносить вместе с кроватью, у него такой сон был. Это началось хождение по дому по ночам, вот он перестал спать.
пока уже там совсем не скажешь: Дима, ну ложись, ты спи. Начал часто просыпаться, то рано встает, то не может лечь спать, вот постоянно ходит. Я спрашиваю, что случилось, не говорит. Вот он просто не говорит, что случилось. Его вывести на откровение, это надо быть... Я, наверное, не обладаю такими вот психологическими знаниями, как психолог, чтобы вывести его на какие-то откровения, чтобы что-то у него узнать. Ну, то есть вот он сам по себе еще довольно-таки скрытный, да? То есть да, скрытный человек. Но, может быть, это еще связано с тем, что все-таки вы говорите, у него были проблемы со словарным или есть проблемы с словарным запасом, и люди, которые, допустим, у которых есть такого рода проблема, они, как правило, немногословны. Возможно. Он больше слушает. Вот он, если мы находимся всей семьей вместе, он больше любит сидеть и слушать, как разговаривают вокруг. Сам он редко когда что-то вот вставит, расскажет. Диму еще пару раз вызвали в Следственный комитет, попросили его вещи на экспертизу. И нет, байку у него забрали сразу на экспертизу, когда еще в СИЗО был. Потом вот была вот эта медицинская экспертиза, и после медицинской экспертизы следователь попросил принести его джинсы, в которых он вот ходит обычно, на экспертизу. Дима занес. После этого, наверное, месяца полтора-два вообще его никто не трогал, никуда его не звал, никуда его не вызывали. Даже, может, наверное, больше, потому что, по-моему, в следующий раз его начали вызывать уже в конце ноября. У нас поменялся следователь, вот объединили почему-то все вот эти дела с этими, что забросали молодые люди камнями машины. Поменялся следователь, и его начали вызывать обратно. Потом пришли бумаги. По этому делу, по которому шел Дима, его как бы он один или он шел с каким-то, не знаю, там, с друзьями, со знакомыми там. То есть в этом деле он один фигурирует, и в этом деле, допустим, несколько молодых людей фигурируют. Когда, как вам так правильно рассказать, когда я была на суде, судили с Димом еще одного молодого человека, Кахановского. Но они даже знакомы только поверхностно где-то в интернете. Друг друга в лицо они никогда не общались, они друг друга не знают. В компании вместе у них абсолютно разный круг интересов. И когда вот вызывали свидетелей, молодых парней, которые там, видимо, действительно были, и им судья или прокурор задавали вопросы: вы Диму видели в тот день? Они говорят: нет, мы не видели. И адвокат спросила: а вы вот между собой там в компании переговаривались, Диму кто-нибудь видел? Они говорят: нет, мы переговаривались, Диму в тот день никто не видел. Вот что еще. Смотрите, Ольга, то есть получается 2 месяца или 3 месяца вы спокойно живете, потом в конце ноября Диму опять вызывают в Следственный комитет, и что, сразу задерживают, или что дальше происходит? То есть его вызывают просто... Его раз вызвали, второй раз вызвали, а потом пришли бумаги о том, что дело передано в суд. Так. Вот пришло такое толстое письмо о том, что дело передано в суд, и Дима обвиняется по статье 342 и 364. То есть это несанкционированное, это массовое мероприятие и насилие против сотрудников милиции. Так. И указано время 23:30. Меня, конечно, возмутило, я еще и дочку несколько раз переспросила, и мужа, говорю, может, где-то, я не помню, вечер от 6 до 8, до 10 часов, потому что это лето, свой дом, обычный вечер. Он был с нами, говорю, вот это я хорошо помню. Но почему, говорю, там указано время 23:30, я говорю, я не могу этого понять. И получается, что в конце ноября дело было передано в суд, да, Да. И суд состоялся уже 5 февраля, правильно? Было несколько заседаний. Первое заседание было 27 января. Второе, третье заседание было 28 января.
и 5 февраля уже было утром еще одно заседание, а вечером зачитали приговор. Но все это время Дима находился дома, правильно? То есть пока проходили вот эти заседания, Дима... Он был о подписке о невыезде. То есть у него была подписка о невыезде. Была подписка о невыезде. Скажите, а вот во время этих заседаний, то есть обвинение на чем базировалось? То есть какие у них были свидетели? То есть вот вас привлекали в качестве свидетеля? Нет. То есть мать, которая живет вместе с ребенком, с парнем, с молодым. Ни родственников, ни соседей, ни знакомых, которые вот находятся рядом, никого никогда не вызвали, не опросили и не узнали. Тогда вопрос, на основании чего они строили свои, вот как раз-таки свои обвинения? На основании признательных показаниях. Признательных показаний кого? Милиционеров? Нет, Димы. Димы? Да, признался. Вот первое признательное показание. Вот они на этих признательных показаниях построили обвинение. А вы пытались в суде сказать о том, что у Димы есть вопросы именно с развитием, есть вопросы с восприятием событий? Да, потом говорил адвокат, это было все указано, судья это все зачитывала, что вот у него есть... Там еще в суде произошел неприятный инцидент, я не хочу об этом особо распространяться, что было явно видно, что Дима, у него вот проблемы с этим, с развитием психическим. И это все видела и судья, это видели там, то есть решение принимала судья. А как ее фамилия, вы помните? Прадун. А имя, отчество? Ирина Прадун, отчество я не помню. Ирина Прадун — это Жлобинский суд какого района? У нас Жлобино, Гомельская область, город Жлобин. То есть у вас в Жлобине нет деления на районы, там Первомайский, Центральный, Советский, такого нет. Просто это Жлобинский суд. Понятно. И, то есть, видя вот эту всю ситуацию, то есть не опрашивались ни вы в качестве свидетеля, ни члены семьи, то есть потому что Дима проживает с вами, следовательно, вы могли, по крайней мере, сказать, где Дима был в этот день, дома он был, не дома, в кругу семьи, не в кругу семьи и так далее, этого ничего не происходит. Это никого не опрашивали из семьи, абсолютно. И Диме дают 2 года лишения свободы. Да. И арестовывают прямо в зале суда. В зале суда. А вы были вместе с ним, да? Ваша семья была вместе с ним? Его забирают... вы были. Его забирают прямо из зала суда. Как Дима реагировал на приговор? Он понял, что ему вынесли приговор? Он сразу, видимо, это понял, но Дима сразу расплакался. Он сразу начал плакать, говорит, что он не хочет. И... Скажите, а вот у вас была возможность с ним встретиться, что вы знаете, что происходит с Димой? То есть... Он сразу был в нашем следственном изоляторе. У нас в Жлобине я с ним встретиться не могла, но когда их уже переместили в Гомельский следственный изолятор, там уже можно с ними встречаться. В пятницу в эту я к нему поехала, но так как со мной еще поехала одна мама еще одного 17-летнего парня, которого судили через 3 дня буквально после Диминого, у него тоже был суд, и его тоже арестовали на 2 года, несмотря на то, что он несовершеннолетний. Она первая смогла подать прошение о свидании, и, как потом нам сказали, они проходят по одному уголовному делу, в одно время свидание нельзя. В субботу я из-за погодных условий не смогла попасть. Сегодня и завтра они не пускают, у них выходной день. Это я смогу попасть только к нему во вторник. Но я просила маму Виталика, чтобы она хотя бы у Виталика, сын, молодой человек, который, вот 17-летний парень, который тоже арестован и находится сейчас там в СИЗО. Но они не вместе сидят, да? То есть они не в одной камере сидят? Они не в одной комнате. Диму, и он сказал, что Диму вообще поместили в одиночку, дабы он не составлял дискомфорт окружающим. А какой он может доставлять дискомфорт окружающим? Ну, у него есть...
Ну, вот хотя бы этот же Нурес, который у него постоянно, он ест немножко не так, как все, он заглатывает пищу, может, еще что-то. Я не знаю точно. Но он сказал, чтобы Дима не составлял дискомфорт окружающим, его поместили в одиночку. То есть он там совсем один. У меня нету слов. Адвокат имеет доступ к Диме? Адвокат может проверить все условия, в которых содержится Дима? Знаете что, я на этот счет я не знаю. Я завтра буду разговаривать с этим адвокатом, который подает апелляцию. Потом там еще есть второй адвокат в Гомеле. У меня с ним встреча в пятницу. И я попытаюсь, чтобы вот второй адвокат хотя бы посмотрел, как и что, заключить с ним договор. Узнаю, могут ли адвокаты проходить туда или нет, потому что у нас это все настолько сложно, и узнать, что можно, что нельзя, это просто вот узнаешь так, ходишь, спрашиваешь, стучишься, как говорится, во все двери, и как слепой котенок тыкаешься, когда ты с этим никогда не сталкивался и не знаешь, что это такое. Ольга, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, как вы думаете, вот зачем в нашей системе, да, сейчас арестовывать таких людей, как Дима, да? То есть вы же сами говорите, что он, ну, абсолютно домашний, да, то есть он не работает, у него есть проблемы там с развитием. Зачем вот они это все делают? Я пытаюсь найти даже примерно, вот здесь невозможно найти логику действий. Я вообще не понимаю, почему наша система изымает детей, многих детей у матерей. Потому что я вот видела, да, ходила в суд к этому тоже второму, еще к одному мальчику, вот этот, который 17 лет, когда ему тоже дали 2 года, хотя там и грамотный, и хороший адвокат был, и говорил, что прямая вина его не доказана. Абсолютно. Говорит, да, он был, но он был с велосипедом, он просто смотрел. Чтобы он что-то там делал, этого нигде нет. Прямых улик нет. Но его также арестовывают на 2 года. И не он один такой. Зачем это делается, я не знаю. Вы пытались обратиться в какие-то правозащитные организации? Я даже не знаю, есть ли они у нас. То есть имеется в виду, работают ли они у нас, да? Да. Зная нашу систему, я сомневаюсь, что у нас можно что-то. Ольга, а какой у вас план? То есть что вы сейчас вот в дальнейшем планируете делать? То есть как вы планируете бороться за своего сына? На данный момент вот мы подали апелляцию. Я надеюсь, очень надеюсь, во-первых, я постараюсь дать большую огласку всему этому, чтобы люди видели, потому что сейчас очень много и международных организаций, и все пишут сюда, стараются, что, ну, как обращения какие-то писать, что это. Я очень надеюсь, что Гомельский областной суд пересмотрит это дело и будет дана апелляция. Если же нет, мы будем подавать в Верховный суд. И также постараюсь собрать все возможные документы, какие только возможно, о том, что это и со школы, и с училища, о том, как и какие проблемы у него были, чтобы хоть что-то вот где-то можно было еще предъявить. Ольга, скажите, какую сейчас вы ощущаете вообще какую-то помощь там со стороны соседей, там, друзей, знакомых, или как бы вы это все в себе держите? Нет, так как я это все огласила, люди, я поняла, что очень много отзывчивых людей, понимающих людей, которые где-то кто-то чем-то помогает, где-то словами, где-то кто-то что-то Диму там передает, пишет, чтобы как-то поддержать хоть немножечко. Что многие понимают, потому что многие у меня не маленький круг общения, и много кто знает, ну, знают мою семью, знают Диму, видели, как он рос. Это когда живут люди в квартирах, как говорится, вот в этих вот. А когда ты живешь, мы немножко за городом живем, и мы
больше общаемся со всеми, и все прекрасно знают, какой Дима, какой он с детства рос. Ольга, скажите, какая помощь вот вам нужна вот сейчас, вот на информационную помощь? Что еще вот вы ждете? Как бы, может быть, там, вас связать с какими-то организациями, то есть чтобы тоже они помогли, посмотрели, особенно организации, которые занимаются там, правами людей с ограниченными возможностями. Я даже... Нет, организации по-любому надо, но просто мне уже вот тоже здесь и пишут, связывалась вот с женщиной, которая тоже сейчас спрашивает все возможные документы, справки о том, чтобы помочь как-то Диму лишить дееспособности. Чтобы вот... Помощь, конечно, есть, сейчас очень много пишут. Понятно. Ольга, ну, спасибо, во-первых, большое вам за вот, историю. Я еще раз повторяю, что я была тронута до глубины души, когда я прочитала историю Димы, потому что я считаю, это неправильно, когда в нашей стране наказывают людей, особенно таких людей, как Дима, у которых есть особенности развития и физиологические особенности. Для меня дико то, что его помещают в одиночную камеру человеку, которому нужно общение, человеку, которому нужна поддержка в такой ситуации, потому что... Не знаю, что там будет в этой одиночной камере. Потому что... Я дала книгу, но не сможет связать смысл, что там написано, даже простой вот книжки. То есть у него такое сейчас состояние, что, в принципе, он жил всегда с вами, вы о нем заботились, то есть у него никогда нет... То есть за Димой нужен постоянный уход, постоянная забота, то есть ему нужно там приготовить как ребенку, ему нужно там одежду постирать, поменять, ему нужно там помочь где-то одеться, да, то есть или... Ну, то есть полностью ему нужен уход. Не, ну одеться он одевается сам, но его просто во многом нужно контролировать. Хотя бы даже в том, что, да, там нужно ему постирать все это, ему нужно говорить, что иди помойся, иди там, вот он будет сидеть, носом шмыргать, Дима, иди высморкайся, иди сделай это, иди вот поухаживай как-то за собой. Ему комфортно так вот, как он есть, так ему и комфортно. Кстати, я забыла спросить, а у него девушка есть любимая? Не знаю. Он не делился такой информацией, да? Просто сегодня день Святого Валентина, я вот и вспомнила, что, может быть, у него есть девушка любимая, которая тоже могла... с девчонкой знакомился, приводил, но там, я так поняла, там девочка тоже вот такая же, вот как и он. Именно его уровня. В любом случае, Ольга, большое... А именно уровня развития такого же. Они как бы притягиваются вот друг к другу такие люди. Ну, возможно, они друг другу просто лучше понимают, потому что его ровесники, ровесницы, возможно, тяжелее ему общаться с ровесницами. Поэтому в любом случае, Ольга, большое спасибо за то, что вы поделились вашей историей. Я очень переживаю за Диму, мы будем следить за его судьбой. Пожалуйста, обращайтесь, если вам нужна какая-то помощь, поддержка, и держитесь. Мы должны бороться за наших людей, за наших граждан, за наших сыновей. За наших детей. Я вас очень понимаю, потому что я мама сама 2 сыновей. И я, когда слушаю эту историю, у меня внутри просто все кипит. Поэтому, Ольга, пожалуйста, держитесь. Мы с вами. И я просто очень надеюсь, что Дима скоро вернется домой. Я тоже на это очень надеюсь. Спасибо вам за поддержку. Спасибо огромное. Спасибо.